Приветствую всех на канале, я Наталья, и сегодня мы с вами делаем вот такой декор. И я вдохновилась идеями из Pinterest и решила это дело осуществить. Сегодняшний урок я начинаю с обтяжки. Обычно я беру готовый шар и показываю дизайн, но в этом случае очень важно правильное положение вешалки, поэтому все буду показывать сначала. Я беру вешалку, обычно это у меня 20-21 сантиметр, одеваю в колпачок и делаю узелок. Вот таким образом. Беру вешалку и одеваю в колпачок. Вот так одеваю. До конца не одеваю, оставляю как есть. И многие спрашивали, как определить отрезок ткани для шара. Шар у меня здесь 8 сантиметров диаметра. Я беру любую ленту. Вот так оставляю припуск. Обворачиваю по диаметру шара и такой же припуск. Придерживаю пальчиком, беру линейку и измеряю. У меня получается 29 сантиметров. Значит, отрезок на шар 8 сантиметров, 29 на 29. И как мы располагаем вешалку. Именно в данном случае нам очень важно, чтобы вешалка находилась на одной линии, вот где у нас стык двух половинок, где склеивается. Я одеваю вот таким образом колпачок, вытаскиваю, так, у меня зацепилось, вот, вытаскиваю ленту, и вот, видите, направление вот этой вешалки должно совпадать с линией, где у нас будет приклеена лента. Вот вешалка, вот она так расположена именно по линии. И в таком положении я подклеиваю свой колпачок. Немного отодвигаю колпачок и наношу туда клей. Наношу достаточно много, чтобы хорошо все подклеилось. И теперь отпускаю. Так, проверяю, чтобы у меня все было ровно. Частый вопрос, который задают: какую ткань я использую. Я использую тонкий шелк. Обтягивать заготовки мы все умеем, я уже не раз показывала, но покажу еще раз сегодня такой случай. С одной стороны складочки, с другой стороны складочки придерживаю. Вот таким образом собираем с одной стороны, с другой стороны и перехватываю полностью. Использую я обыкновенную нитку, сложенную в 5, и вот так несколько раз прокручиваю и делаю узелки. Это я воспользовалась зубами, так как рука занята. Вот что получается. И теперь нам все вот эти складочки надо обработать. Я беру и вот так чуть-чуть вверх и в сторону, чуть-чуть вверх и в сторону. И так прохожу вот каждый сантиметр ткани. Вот таким образом. Вот видите, это расстояние, чтобы было удобно хватать. Если будет слишком маленькое, особенно начинающим, будет совсем неудобно. И вот так обрабатываю все складочки. Прохожу несколько раз. Если вы довольны результатом, хватаем еще раз вот так заготовку и уже сильнее все затягиваем. И завязываем узелки. Затягиваю так достаточно сильно. И сейчас надо будет проработать еще раз все. Вот, все, видите, утягивается. И вот эти складочки у нас красиво вот так мелко ложатся. И продолжаем работу. Отрезаем ниточку. И теперь убираем вешалку на другую сторону. И все вот это крупное отрезаем с одной стороны и с другой стороны. Помним про вешалку. Ее случайно не отрезать. Вот эти крупные кусочки я откладываю. Вот у меня тут специально там есть корзинка. Они мне понадобятся. Еще немного подрезаю все крупненькое. И теперь беру маленькие ножницы и вот так горизонтально вот этому колпачку подрезаю все.
И теперь поворачиваю ножницы на 90 градусов и также все вот подрезаем. Не режем все сразу, по чуть-чуть, чтобы нам видеть, сколько ткани остается, чтобы не подрезать лишнее. Снова поворачиваю ножницы. Вот так все выравниваю. Это как стрижка. Мы не режем все сразу, по чуть-чуть, чтобы получился готовый результат хороший. Берем зажигалку и вот так краем огня все прижигаем и запаиваем. Прежде чем работать, отрегулируйте высоту огня на своей зажигалке, чтобы вам было удобно работать. Чтобы не получилось, что у вас слишком большой огонь, и тогда вы все прижгете. Если чуть-чуть появляется какой-то вот тут наплыв, все, конечно, убираем, чтобы у нас было все идеально. И вот что получилось. И теперь обрабатываем верхушку заготовки. Наношу клей. У меня лента это 5 миллиметров. Подклеиваю. И затем, так, клей чуть-чуть выдавила много. Вот так размазываю и затягиваю. Если у вас немного клея тут выползает, ничего страшного, потом мы все уберем. Стараюсь затягивать, чтобы получилось как можно меньше вот эта верхушка. Вот таким образом. Конечно, лишнее убираем и подклеиваем. И теперь подклеиваем ленту вот где у нас стык игрушек. И, как я уже говорила, очень важно, чтобы именно вот эта верхушка была на одной линии именно с этим стыком. Наношу клей, размазываю. И вот моя. Подклеиваю и даю закрепиться для начала. Устанавливаем шар, чтобы нам было удобно работать. И наношу клей на ленту. Я использую аппликатор, очень удобно. Вот так носиком все размазываю. В этом случае у меня никуда ничего не вылезет. Так, потерял, а вот. И подклеиваю. Придерживаю второй край. Лишнее отрезаю. Вот пока у меня там все подклеивается, я занимаюсь делом. Дам закрепиться и продолжу работу. И продолжаю работу. Наношу клей теперь уже на остаток ленты. Так, где моя салфеточка? Салфеточка. Вот. Размазываю и полностью подклеиваю. Вторую ленту мы подклеиваем крест-накрест, как обычно. Именно обработка ленты идет как обычно, немножко по-другому идет дальше декор. Подклеиваю верхнюю часть, даю закрепиться и также продолжаю работать. Для тех, кто делает это впервые, вот так несколько раз примеряем, смотрим, чтобы у нас было все ровненько. Отмечаем край ленты иголочками. И подклеиваем. У меня на канале есть отдельное видео, где я показываю, как это делать. Можно посмотреть. Хотя сейчас стараюсь объяснять все от и до. Очень понятно. Придерживаю. И вот по краю иголочек я подклеиваю ленту. И я уверена, что у меня все ровно. Теперь вымеряю снова отрезок ленты. Отрезаю. Обжигаю. Так, эти иголочки уже снимаю и вымеряю уже вот эту сторону. Так, смотрим, все ли у нас ровненько. Если все ровненько, закалываем и подклеиваем.
И, конечно, нам надо задекорировать верх стразовой цепочкой. Я вот так обворачиваю, беру на одно звено чуть больше, чтобы уже быть уверены, что у меня все хватает. И так, у меня тут все убежало. И таких мне надо 3 штуки. Использую я цепочку 2,5 миллиметра. В принципе, это самая такая ходовая цепочка, подходит подо все, и как бы я в основном закупаю именно ее. Вот так 3 штучки. И теперь 3 штучки я подклею вместе. Так, это моя рабочая новая картонка. Очень удобно на ней работать. От упаковочного какого-то материала. И я так с краю начинаю всегда снизу, потом у меня она вся уже грязненькая. Вот старую я выкинула, давно надо было ее поменять. Так, нанесла клей, и теперь сначала среднюю и по краям 2 еще. С одной стороны пододвигаю и с другой стороны. Все выравниваю пинцетом вот по крайним звеньям и даю закрепиться. И тем временем также еще подклею цепочки по 2 штуки, чтобы мне было, чтобы подклеилась, и я затем продолжила работу. Вот беру цепочки, чтобы обработать все боковинки. Я предпочитаю склеивать вместе. Некоторые наносят клей, потом цепочку. Я предпочитаю нанести клей и сразу 2 цепочки сверху как бы приклеить. Теперь я наношу клей на верхушку. Прямо беру и вот так все размазываю, всю верхушку. Главное учитывать края и снизу, и сверху, чтобы у нас все подклеилось. Можно вот так размазать, затем вот так нанести, чтобы цепочки склеились между собой, и как бы все края, низ и верх тоже были склеены. Так, клей убираю. Да что ж такое, не могу попасть. Все. И теперь беру сразу 3 цепочки вместе. Так, оторвала одну, но ничего страшного. Вот, схватила. Так, и смотрим, где у нас, вот у нас тут середина. Вот, я прям по вешалке смотрю. И теперь вот так вот выкладываю. Смотрим, чтобы все цепочки смотрели ровно. И вот здесь еще немного клея. И склеим все цепочки вместе. Так, все подвину. И вот так пинцетом я вот эти крайние звенья пододвигаю и даю закрепиться. И, конечно, вот так все сверху пододвигаем, чтобы у нас получилась ровная платформа. И чтобы не терять время, я оформлю верхушку. Я использую для этого 20 номер для окантовки, и для середины использую 16 номер. Верхушку можно украшать как угодно. Я показывала много вариантов. Вот для верхушек я приспособилась, использую кристалл. Он намного гуще и не сразу как бы сохнет, очень удобно, не впитывается сразу, и очень удобно все приклеивается сразу, быстро и надежно. И теперь вот так по основанию я подклеиваю сначала большие стразы, а затем уже буду смотреть, где сделать поменьше. Ничего сложного. Здесь распределяем так, чтобы у нас все замыкалось, вот, чтобы не было пустых мест. И теперь использую 16 номер вот сюда, чтобы заполнить уже внутреннюю часть. И продолжаю работу. И теперь подклеиваю ленту, стразовую цепочку на ленту, которая находится снизу. Вот, укладываю на подставку, наношу клей
стараюсь наносить на середину и вот тут на край. И одну из цепочек, склеенных вместе, укладываю. Оставляю примерно 2 миллиметра и затем пододвигаю, чтобы клей склеил у меня 2 цепочки. И теперь продолжаем работу как обычно. Клеим именно вот эта лента, где у нас идет вровень с вешалкой. Вторую ленту, которая идет крест-накрест, нам надо будет обработать пока только одну часть. И продолжаем работу. У меня обработана одна часть, и следующую мы обрабатываем только заднюю часть. Вот она, задняя часть, переднюю мы пока не трогаем. Поэтому заранее вы должны определиться. Я определяю по вешалке, вот она у меня лицевая сторона. Значит, я буду обрабатывать только заднюю часть. И делаю это вот отсюда снизу. Также наношу клей. У меня уже цепочки склеенные. И я сразу их вот миллиметр оставляю и затем пододвигаю. Даю закрепиться. И подклеиваю, как обычно. Только одну часть. И продолжаю работу. Что мы делаем дальше? Если вы делаете одну игрушку, то, конечно, вот это расположение, там чуть-чуть вверх-вниз, не совсем важно. Если вы делаете 2 игрушки, ну или у вас комплект, то, конечно, вот это расположение я вымеряю заготовки и вот смотрю, где у меня будет лента приклеена. И отмечаю с обратной стороны. Вот с одной стороны отметила и с другой стороны. Вот я уже приложила ленту. И также подколю, чтобы все у меня было ровненько. Так, откололась. Вот таким образом. И на вторую сторону. Вот сюда. Лишнее, конечно, обрезаем. Все обрабатываем огнем. И изначально вот так прикладываю, чтобы видеть, как у меня все пойдет. И все выравниваю. Беру иголочки и отмечаю край ленты, где я буду приклеивать, чтобы когда я нанесла клей, я не дергалась туда-сюда, а сразу приложила и приклеила. Теперь я уверена, что у меня все будет ровно. Ну и теперь я наношу клей и просто подклеиваю. Также вот так размазываю обязательно, чтобы у нас, особенно вот здесь на самом лице, так скажем, на лицевой стороне, у нас клей не расплылся. Даю закрепиться и затем подклеиваю все остальное. Я отворачиваю ленту и сейчас, так чтобы вам было видно, нанесу клей на всю ленту. Размазываю, перехватываю и подклеиваю. Вот так по краю иголочек. И даю закрепиться. Бывает так, что лента попадает на складочку, и вот она как бы вздувается именно на складке. Я наношу туда чуть-чуть клея, вот аппликатором, и подклеиваю. И вот видите, когда подклею, все. Это не то, что я там что-то пропустила, нет, это просто вот складочка, вот она. Поэтому лучше складочку подклеить. И теперь расположение филиграни. Я расположила, ну, вот так, чуть самая верхняя часть у меня идет больше. Конечно, каждый может как хочет. И немного подгибаю, чтобы моя филигрань хорошо легла. Тут надо как бы и так ее согнуть, хотя это как бы, ну, она гнется в одну сторону, но вот примерно вот так. И располагаю филигрань. Так, также смотрим, чтобы у нас вот у меня ножки опускаются чуть-чуть ниже, чем вот будет у меня цепочка. Вот таким образом. Да, вот меня полностью все устраивает. Я намечаю местоположение своей филиграни. И нанесу клей
и подклею. Подклеивать, как всегда, наносим сначала чуть-чуть клея. Вот так размазываем, чтобы у нас была пленочка, и даем немного загустеть. Вот какой клей я использую. Вы видите, что в работе я использую разный клей. Также использую вот такой американский клей Е600. Поэтому можно найти у кого что есть. Теперь у меня немного загустело. Я еще нанесу клея. Так, клей убираем. И подклеиваю. Вот у меня все тут намечено. Располагаю. Выравниваю посередине и даю закрепиться. Конечно, подкалываю иголочками. Вот так придержу и подколю, чтобы было как бы сопротивление, чтобы это у меня тут все хорошо приклеилось. И даю закрепиться. И теперь я пришью филигрань. Очередной раз мне прислали, зачем пришивать, если можно приклеивать хорошо. Приклеивайте хорошо, если кому лень, ну, не знаю, не хочется пришивать, ну не пришивайте. Я всегда пришиваю, по крайней мере, рекомендую пришивать. Кому лень, не пришивайте, оставляйте как есть. Думаю, это надо закончить, потому что каждый раз зачем пришивать. Я пришиваю. Если вы считаете, что вы хорошо приклеите, пожалуйста. И продолжаю. Закреплю в 2 местах. И теперь, после того, как мы уже пришили филигрань, можно задекорировать вот эти части. И, конечно, начинаем снизу. Я уже подклеила заранее по 2 цепочки. Здесь я буду подклеивать с этой стороны и вплотную до моей филиграни. Или другой декор, который у вас есть. Здесь уже ничего нового. Я вот так, видите, у меня чуть-чуть больше получается, не вплотную, вот тут меньше. Я беру на одну звено больше, чтобы именно подклеить вот эти стразы к филиграни, чтобы у меня все было вплотную. Поэтому я всегда предпочитаю брать чуть-чуть длиннее. Наношу клей и подклеиваю. Как я уже говорила до этого, наносим клей на середину ленты. Так, пинцет сразу вытираем, если вдруг испачкался клеем. И вот вплотную, как у меня расположена филигрань, все вплотную. И все выравниваем. И также поступаем с этой стороны. Только здесь я подклею с этого края, а сюда цепочку заведу чуть под низ. Сейчас покажу, как это. Так, клей, надо долить клея. Да, вопрос, сколько у меня клея уходит. Ну, могу сказать, что вот такой тюбик у меня на 2 дня. Клея я расходую много, так как у меня очень много сейчас игрушек в работе. Так, моя цепочка отклеилась, но ничего страшного. Вот, я подклеиваю вот эту часть, даю закрепиться, и затем покажу, как здесь поступать дальше. Край у меня подклеился, и теперь вот здесь, видите, мне вот это заходит одно звено сюда, я возьму на 2 звена больше. И заведу их вот туда под низ. Также наношу клей и чуть-чуть клея вот туда, прямо под филигрань. И теперь пинцетом вот туда все. С одной стороны сначала уложу, с другой стороны, и все вот туда подсовываю. И, конечно, все выравниваем. И также поступаем со второй стороны. Ну и верхушку здесь я беру, просто вот измеряю, сколько мне надо. Вот у меня получается вот столько. Это у меня 6 звеньев, по-моему. Нет, 7. И еще одну такую полосочку и просто подклею ее. Так, не получилось с первого раза.
Да, что ж такое? Раз, два, три, 7. Да, все правильно. Раз, два, три, 7. И здесь я просто нанесу клей. И также спрячу цепочку вот под низ филиграни. С одной стороны вплотную приклею, а со второй стороны уведу ее под низ. И все выравниваем. И пока все цепочки у меня подсыхают, я займусь декором. Как всегда, наношу немного клея, вот размазываю по филиграни, чтобы образовалась пленочка. И даю закрепиться. Теперь, когда у меня, так приближу вам, пленочка образовалась, еще нанесу клея. Вот я уже достаточно много клея наношу. Так, клей убираю. Использую я здесь, как всегда, вот такие большие, маленькие стразы. Так, наверное, размер интересует. Я не так часто показываю размеры. Ну вот, у меня получается где-то 18 миллиметров. И вот этот получается 14-15 миллиметров. Ну вот, ширина 15. Ну, как я говорю, всегда можно использовать все, что у вас есть в наличии. Я именно это и делаю. Изначально эти стразы у меня были в цапах. Так, вот сейчас покажу, там где. Ну, в общем, вот в цапах они. И я сняла, так как цапы, получаются, очень высоко держат камень. Не совсем это все красиво. И края опускаю вниз. И сюда поднимаю на середину. Боковинки вот здесь у меня такие капли поменьше. Да, и меня спрашивали, какие самые распространенные камни. Это именно капли. Вот капли самые-самые, их можно использовать везде. Я использую как на плоской вот этой основе, так и вот такие углообразные. Так, все сюда. Вот так аккуратненько. И теперь мне надо все соединить вместе. Вот тут немножко все сдвинулось. Все соединяем. И даем закрепиться. Здесь я также буду использовать вот такие. Тоже они более остренькие, каплевидные. Наношу клей и приклею их вот сюда. Я уже не раз показывала эту выкладку. Очень такая удобная и красиво смотрится именно на этой филиграни. И у меня есть вот такие вытянутые стразы. Нашла у себя. Брала их у Виктории, но долгое время я их не могла найти. Вот сейчас нашла и использую их в своих изделиях. И я украшу вот сюда, добавлю и верхушку. Я люблю, чтобы комплекты у меня всегда были с одинаковыми камнями. Если я рассчитываю делать какой-то комплект, то я заранее просчитываю стразы, какие у меня есть, чтобы не получилось так, что такой сборная солянка, все у меня из разных камней и по-разному все смотрится. Так, наношу клей также сюда. Вот, выправляю и все сюда заправляю. И также вот под низ, посередине, чтобы у меня узор как бы смотрелся гармонично и красиво. Сегодня получится такой супер подробный урок. Но, как я поняла, лучше делать супер подробный, чем потом много вопросов задают. И даю закрепиться. И теперь нам надо подклеить бантик. Бантик подклеиваем именно вот на эту цепочку. Сейчас покажу. Вот я чуть-чуть на бочка и на саму цепочку. И теперь вот так сверху этот бантик сажу, чтобы если вдруг какой клей, то он ушел весь под низ. И даю закрепиться. Конечно же, не забываем обрезать бантик.
Я сразу каждую сторону отдельно вот так обрабатываю, чтобы она не успела распушиться, и мне пришлось бы по новой все подрезать. Бантик у меня подклеен, и теперь я оформлю его цепочкой. Я подрезала, у меня здесь 6 звеньев, мне вполне хватает подклеить вот отсюда и по бантику на вот на вот эту цепочку. И теперь я беру и наношу клей на ленту и вот на все вот эти цепи, которые у меня будут соединяться. Вот таким образом. И аккуратно укладываю цепь. Это у меня как бы продолжение вот декора от вот отсюда, который у нас идет. Все выправляем аккуратненько. Так, у нас тут на улице собачки лают, гуляют. Так, убираю клей и даю закрепиться. И вот такие заготовки, елочные игрушки у меня получились. Мне очень нравится полученный результат, что-то новенькое. Если и вам понравилось, не забывайте ставить пальчик вверх, мне будет очень приятно. А на сегодня все. Творческих успехов вам и до скорой встречи на канале. Совсем скоро встретимся, готовлю новиночку.